прошу срочно вызвать врача Самойлова и бригадмильцев Чернова, Федорова и Боброва. Для успеха осмотра важно, чтобы место происшествия до приезда оперативно-следственных работников милиции было сохранено в том виде, как обнаружено. Охрану организуют те работники милиции, которые первыми прибыли на происшествие. Здравствуйте. Прошу, осторожно. Осторожно. Обязательно проверить, не следует ли оказать медицинскую помощь потерпевшему. Он уже мертв. На место происшествия до осмотра никто не допускается. Для этого вокруг устанавливаются посты бригадмильцев, дворников или сельских исполнителей. Товарищи, я вас пригласил для охраны места происшествия. Ваша задача — никого без моего разрешения к магазину не допускать. Охрану следует организовать так, чтобы были закрыты все подступы к месту происшествия. Желательно, чтобы посты охраны имели между собой зрительную связь. Дежурный Михайловского отделения милиции, лейтенант милиции Акимов слушает. На моем участке в селе Кузьминки сегодня ночью убит сторож магазина «Сельпо». Дверь магазина взломана. Судя по обстановке, убийство совершено с целью ограбления магазина. Охрана места происшествия мною обеспечена. Если будет собираться дождь, предохраните от порчи следы и вещественные доказательства. Закройте их досками, ящиками или какими-нибудь другими предметами. Ждите приезда работников уголовного сыска. Осмотр места происшествия должен производиться только опытными оперативными работниками уголовного сыска. А по наиболее серьезным преступлениям, бандпроявлениям, убийствам, разбою, крупным кражам, руководящими работниками милиции с участием сыщиков и экспертов-криминалистов. Майор Крылов, слушаю. Товарищ майор милиции, поступило сообщение от участкового уполномоченного. Так. 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 Вызовите эксперта НТО, судебно-медицинского эксперта, проводника с разыскной собакой и старшего оперуполномоченного Гусева. Сообщите Гусеву, что ему поручено расследовать это дело. Обеспечьте оперативную группу транспортом для доставки на место происшествия. Руководить осмотром буду я сам. Слушаюсь. Товарищ полковник, докладывает начальник Михайловского отделения милиции майор милиции Крылов. В селе Кузьминки совершено убийство сторожа магазина. Я выезжаю на место происшествия. Вы посылаете сыщика Коровина? Хорошо. Обязательно привлекать для осмотра мест происшествий экспертов НТО. В случаях обнаружения трупа
Приглашать судебно-медицинских экспертов. Всегда иметь наготове оперативную сумку и необходимые бланки. Осмотр места происшествия имеет целью разрешить ряд вопросов о существе преступления, о времени, месте и способе его совершения, обнаружить следы и вещественные доказательства, выявить необходимые данные для установления и розыска преступников, запечатлеть обстановку места происшествия. Кого пригласили в качестве понятых? Я пригласил члена правления колхоза Панюшкина и учительницу Новикову. Хорошо. Товарищи, вы приглашены присутствовать при осмотре места происшествия. Ваша обязанность — внимательно смотреть на все, что мы обнаружим, и засвидетельствовать это в протоколе осмотра. Прошу вас быть осторожными и ничего не трогать. Сейчас мы приступим к осмотру. Произведите осмотр. Нельзя ли применить разыскную собаку? Товарищ майор, в площадке перед дверью можно применить собаку. Действуйте. След. След. Хорошо. Хорошо. Осмотр слагается из 3 стадий: предварительного осмотра, детального осмотра и заключительной части осмотра. Задачей предварительного осмотра является получение сведений, которые необходимы для успешного проведения детального осмотра. Для этого производят внимательный обзор места происшествия и опрашивают свидетелей. В ходе предварительного осмотра видоизменять обстановку места происшествия запрещается. Скажите, а кто первый увидел убитого сторожа и взломанную дверь магазина? Гражданка Быкова. Разрешите позвать? Позовите. Гражданка Быкова, вас просит начальник милиции.
Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, когда и при каких обстоятельствах вы увидели убитого сторожа? Рано утром. Вот и все. Необходимо записать фамилию, имя, отчество и адрес всех лиц, которые могут сообщить что-либо существенное о происшествии. Позовите ко мне заведующего магазином. Слушаюсь. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, когда вы вчера ушли из магазина? Вчера я ушел последним, около 8 часов вечера. А как запирали дверь? Магазин я запирал на внутренний и на висячий замок. Скажите, а раньше у вас были кражи из магазина? Нет. Товарищ Титов, сфотографируйте место происшествия, исследуйте взломанную дверь и осмотрите помещение магазина. А с вами, доктор, мы осмотрим труп и территорию перед магазином. После этого исследуем пути, по которым преступники могли прийти на место происшествия и уйти с него. Место происшествия обязательно фотографируется. Съемка производится перед детальным осмотром, когда обстановка места происшествия еще не нарушена. Общий вид места происшествия лучше сфотографировать несколько сверху, например, с крыши дома, с дерева или с кузова автомашины. Панорамная съемка. При панорамной съемке с одной и той же точки производят несколько снимков, меняя направление съемки, но так, чтобы каждый последующий снимок частично перекрывал предыдущий. Съемка трупа. Необходимо сделать ряд фотоснимков, показывающих положение и позу трупа. Труп во избежание перспективных искажений следует фотографировать сверху или с двух сторон сбоку. Такую съемку лучше производить дорожной фотокамерой или аппаратом фотокор. Помещение, в котором совершено преступление, фотографируется с нескольких точек. Фотографические снимки в дальнейшем позволят детально изучить обстановку происшествия и следы преступления. Необходимо обратить внимание на положение и позу трупа. В ходе осмотра ведутся записи всего обнаруженного, которые впоследствии будут использованы для составления протокола осмотра. Труп лежит на спине. Правая рука вытянута вдоль туловища. Ладонь обращена вниз, пальцы сжаты. Важно также изучить положение и состояние одежды убитого. Ватник черного цвета застегнут на 3 пуговицы. При осмотре трупа надо исследовать и описать следы насилия. На левом плече и воротнике ватника пятна крови. Рана размером 4 на 3 с неровными размощенными краями. Для определения момента смерти
Важно выяснить, имеется ли трупное окоченение и как оно выражено. Трупное окоченение возникает в челюсти и конечностях спустя 2-4 часа после смерти. Достигает своего полного развития обычно через сутки, а через 2 суток пропадает. Обязательно записать в протоколе осмотра, имеются ли трупные пятна, где они расположены и какого они цвета. Трупные пятна появляются обычно спустя 1-2 часа после смерти на тех частях тела, которые оказались расположенными внизу. Следует внимательно осмотреть содержимое карманов одежды и записать, в каком кармане что обнаружено. Когда наступила смерть? По-видимому, часов 6 или 7 тому назад. Вероятно, удар убитому нанесли каким-то тупым, тяжелым орудием. Мы это точно выясним при вскрытии трупа. Место обнаружения трупа не всегда совпадает с местом убийства. По-моему, здесь преступники напали на сторожа и нанесли ему смертельный удар. А потом труп оттащили в сторону. Товарищ лейтенант. Следует прежде всего искать пальцевые следы. Товарищ майор, замок взломан путем вырывания дужки. Важно определить способ взлома а также все находящиеся там предметы. Приступайте. Есть. При осмотре нельзя торопиться. Можно не заметить важных вещественных доказательств или уничтожить следы преступления. Предмета на месте происшествия необходимо начинать с розыска на нем пальцевых следов. Осторожным прикосновением пальцевые следы могут быть уничтожены.
На осматриваемых предметах можно оставить отпечатки своих пальцев, а затем ошибочно принять их за следы преступника. Чтобы этого не произошло, предметы при осмотре следует брать только за края или ребра. На глянцевых поверхностях следы удается обнаружить при боковом освещении. На поверхностях ровных, но не глянцевых, пальцевые следы обычно не видны. Тогда, чтобы их обнаружить, производится опыление поверхности порошком алюминия или графита. Сыщик совместно с другими работниками милиции производит внимательный осмотр места происшествия с целью найти следы и вещественные доказательства. Особенно тщательно должны быть исследованы предметы, положение или состояние которых нарушено преступниками. Необходимо также внимательно смотреть на пол, чтобы не затоптать какие-либо следы или вещественные доказательства. Товарищ майор, Слушаю. на бутылке имеются отчетливые следы пальцев. В конце осмотра я проверю, не оставлены ли они кем-либо из работников магазина. Обязательно искать и мелкие предметы со следами преступников. Товарищ лейтенант, Да? Следы зубов с особенностями. Это нужно изъять как вещественное доказательство. Сыщик, не теряя времени, опрашивает свидетелей с тем, чтобы быстро по горячим следам установить и разыскать преступников.
Товарищ майор, вот Вася кое-что расскажет. Здравствуй, Вася. Здрасте. Пройдем сюда. Садись. Ну, что ты хочешь рассказать? Сегодня ночью Пошли, Кузьмич. я людей в округе хорошо знаю, а это был чужой. Хорошо, Вася. Ты далеко не уходи. Может быть, скоро понадобишься. Вот это я нашел около костра. Нашли что-нибудь при дальнейшем осмотре? Нет. Тремя-то автомашиной и по просеке до шоссе. Там собака потеряла след. Осмотрите тщательно весь путь, по которому вас провела собака. При осмотре местности следует искать предметы, брошенные или оброненные преступниками, а также следы ног и транспорта. Куда выходит эта просека? На шоссе, идущее в город. До шоссе здесь метров 75. Автомашина, на которой, по-видимому, скрылись преступники, заезжала сюда с шоссе. Здесь была стоянка. А вы это не заметили? Нет. Этот след оставила автомашина.
По следу мы сможем судить об автомашине и разыскать ее. Все обнаруженные следы должны быть точно измерены и подробно описаны. Их также необходимо запечатлеть для последующей криминалистической экспертизы путем получения слепков или фотографированием. Отдельные следы и вещественные доказательства фотографируются, возможно, в более крупном масштабе. При съемке матовое стекло фотографического аппарата должно быть параллельно плоскости снимаемого объекта. Рядом со следом кладется масштабная линейка или текстильный сантиметр. Изымается кусок дерева со следом, образованным автомашиной. Говорит капитан милиции Гусев. Докладываю по поручению майора Крылова. В магазине похищено большое количество часов. Победа и зим, готового платья, обуви. Передайте товарищу Крылову, чтобы после осмотра произвели ревизию магазина. Точно установите, что похитили преступники. Подробно опишите похищенные вещи. Уточните приметы Кузьмича, которого видел мальчик в ночном. Слушаюсь. В заключительной части осмотра вычерчиваются планы места происшествия. Планы позволят в последующем иметь точное и наглядное представление относительно обстановки происшествия. По своему назначению планы бывают ориентирующие, общие и частные. План должен быть ориентирован по странам света. При его составлении пользуются топографическими условными знаками. Его не следует загромождать излишними деталями. Делаются пояснительные надписи. Отмечают, где найдены следы и вещественные доказательства. Магазин, путь собаки, место обнаружения ботинок, место стоянки автомобиля, следы автомобиля, костер. На плане указываются в метрах важнейшие расстояния, которые определяются по спидометру автомашины или шагами. На плане помещения сначала воспроизводятся стены, двери и окна. План составляется в масштабе. Для этого предварительно рулеткой или сантиметром производятся необходимые измерения.
Прилавки. Место, где обнаружен кусок сыра со следами зубов. Бутылка со следами пальцев. Разбитая витрина. Коробки из-под ботинок. Шкаф. Столы. Стулья. Частные планы составляются для того, чтобы запечатлеть в более крупном масштабе часть места происшествия. Такой план сопровождается пояснительными надписями. На каждом плане указывается дата его составления. Планы подписываются работниками милиции, которые их составили, и понятыми. В заключительной части осмотра производится фиксация найденных следов и упаковка обнаруженных вещественных доказательств. При изъятии следов необходимо убедиться, что они не оставлены лицами, присутствовавшими на месте преступления до или после его совершения. Вдавленных следов необходимо получить слепки с помощью гипса или пластилина. Обязательно на месте происшествия в заключительной части осмотра составляется протокол осмотра. Протокол осмотра состоит из 3 частей: вводной, описательной и заключительной. В вводной части протокола записывается дата осмотра, кем осмотр произведен, фамилия, имя, отчество и место жительства понятых, где производился осмотр и по какому делу, обязательно указывается время начала и окончания осмотра. В описательной части протокола осмотра указывается расположение места происшествия относительно окружающей местности и подробно описывается само место происшествия. Описание рекомендуется вести от общих сведений к деталям. При обнаружении трупа следует детально описать его позу, состояние и положение его одежды, повреждения и пятна на его теле и одежде. Подробно описываются различные следы преступления, а также отдельные найденные на месте преступления вещественные доказательства и предметы со следами преступников. Пути, по которым преступники могли проникнуть к месту преступления и скрыться. Следует избегать неясных, неточных выражений. Положение предметов указывается относительно стран света, расстояние в мерах длины.
В заключительной части протокола осмотра записывается, какие составлены планы и произведены фотографические снимки, какие предметы и следы изъяты в качестве вещественных доказательств. Протокол осмотра должен быть подписан лицами, производившими осмотр, и понятыми. Лично доставьте труп для вскрытия в морг городской больницы. Примите меры, чтобы в дороге труп не получил каких-либо повреждений. Прочтите. Правильно я записал показания вашего сына Васи? Правильно. К розыску автомашины, следы которой удалось обнаружить на подступах к месту преступления, были привлечены работники госавтоинспекции. Здравствуйте. Здравствуйте.
Пантелеев. Осмотр автомобиля. Изымаются частицы дерева. Соскабливается краска с борта для сравнения с частицами краски, обнаруженными во время осмотра на дереве. На ломике подозрительные пятна, похожие на кровь. Нужно направить на экспертизу. Осмотр и изъятие вещественных доказательств оформляется протоколом. Рынка. Но где точно, не знаю. Как он выглядит? Он среднего роста. Сегодня ночью зайду к тебе. Жди. Руки вверх. Пошли. Уведите арестованного. Это пятно похоже на кровь. Нужно направить на экспертизу. Здравствуйте, Анна Петровна. Здравствуйте. На рукаве пиджака Зубкова обнаружены пятна крови. По своим групповым свойствам они совпадают с кровью трупа и не совпадают с кровью самого Зубкова.
Дактилоскопическая экспертиза. Здравствуйте. Здравствуйте, садитесь. Следы зубов на сыре оставил Самохин. Установлено, что кусочки коры и частицы краски, имеющиеся на вырезке из дерева, одинаковы с теми, которые изъяты с кузова автомашины. Товарищ майор, вызванный вами свидетель Смирнов явился. Пусть войдет. Вася, нет ли здесь знакомого тебе человека? Вот этот дядя приходил к нам в ночное. Экспертизой установлено, что следы шин на опушке леса оставлены автомашиной, на которой в этот день работал шофер Пантелеев. Этой же автомашиной повреждено дерево на лесной поляне. В кабине автомашины найден ломик с явными пятнами крови. Как установлено экспертизой в НТО, этим же ломиком преступники взломали дверь магазина. Зубков Кузьмич изобличается опознанием Васи, наличием на пиджаке пятен крови и по совпадению клочков газеты, найденных у костра, с газетой, обнаруженной у него в кармане. Следы пальцев на бутылке и следы зубов на сыре принадлежат приятелю Зубкова Самохину. Так. Где? Вот здесь. Правильно я все записал? Да. Подпишите. Приведите арестованного Пантелеева. Тщательно проведенный осмотр и умелое использование вещественных доказательств в сочетании с другими оперативно-следственными действиями обеспечили устранение и обличение преступников.